Привет! Видео без лишних слов и чумной маникюр. Сегодняшняя история необычна тем, что клиентку нашла я сама. Просто увидела эти ручки в общественном транспорте и не смогла сдержаться. Прямо-таки затащила к себе на процедуру. Сегодняшний маникюр будет абсолютно бесплатный. А ты когда-нибудь попадала на бесплатный маникюр? Каков был твой опыт? Напиши в комментариях. На этот маникюр клиентка шла в качестве модели и заплатила лишь за материалы. Ногти делала впервые, но повторять процедуру и делать какое-либо покрытие больше не планировала, так как боялась. А вот этот крючок вам не мешает? Да не. Понятно. Сразу после процедуры и в последующие несколько дней она ощущала дикую боль в области боковых валиков. И это понятно, ведь даже спустя месяц видно, насколько сильно перепилены зоны вроста ногтя. Также были порезы пилкой кожи и ранки во время среза кутикулы. Я уверена, что сейчас найдутся те, кто будет писать про грязь на ногтях и так далее. Но повторюсь, клиентка не планировала идти на процедуру. Я выцепила ее по дороге с огорода домой. И только после показа моих работ, моей страницы в Ютубе, она все же согласилась поехать ко мне. И сейчас мы начнем работу. Беру керамическую насадку с зеленой насечкой. Это мой фаворит при снятии покрытия гель-лак. Иногда в комментариях проскакивали вопросы, каким аппаратом я пользуюсь. Для маникюра у меня аппарат Marathon Champion 3. Работаю на максимальных оборотах. Мягкими прямыми движениями снимаем старое покрытие. Процесс маникюра должен проходить абсолютно без неприятных ощущений, ведь мы приходим не на пытки, поэтому во время процесса контролируем все свои движения. Во время снятия покрытия с каждым разом смещаем насадку в бок, чтобы ноготь не нагревался. Справа на ногте вообще какой-то шип. Скорее всего, здесь был либо заусенец, либо пыль, который просто-напросто залили материалом. И действительно, при снятии в этом месте есть небольшая отслойка. Сейчас подробнее покажу, насколько сильно были перепилены точки зоны вроста ногтя. И это уже спустя месяц. Страшно представить, насколько больно было клиентке сразу после маникюра. А сейчас я с огромным удовольствием избавляюсь от этих куриных клювиков. Углы сильно снесены, и придать какую-либо форму будет довольно тяжело, так как клиентка донаращивать не хочет. Поэтому пилочкой я вначале максимально убираю длину и делаю форму более-менее похожую на мягкий квадрат. Заходить пилочкой и еще больше сносить точки зоны вроста ногтя я не буду, как и не буду визуально сужать ноготь за счет сноса тех же боковых параллелей, как это делал предыдущий мастер. Так делать ни в коем случае нельзя. Затем мягкой стороной пилочки зашлифовываю поверхность ногтя. Так делаю на всех ноготках. А теперь займусь кутикулой. С помощью пушера аккуратно отклеиваю ее от ногтевой пластины. Для смягчения кутикулы я буду использовать быстрый ремувер. Он действует в течение 5-7 секунд. Поэтому работать необходимо либо быстро, либо наносить средство на 1-2 пальчика. Спустя 7 секунд протираю пальчик салфеткой с нейтрализатором. Можно протирать обычной водой.
Посмотрите, как отлично и быстро ремувер справился со своей задачей, абсолютно без давления. Легкими движениями пушер убирает весь птеригий. Топориком счищаю остатки ненужной кожи. Остается избавиться от самой кутикулы. Беру Nail Prep и покрываю всю ногтевую пластину вплоть до кожи. Далее свободный от кислоты праймер, который также наношу на ногтевую пластину с одним отличием – избегаю попадания на кожу. Бескислотный праймер после высыхания оставляет остаточную липкость. Использовать сегодня буду базу фирмы Kira Nails, цвет French Bass 201. Базой покрываем весь ноготь. Если вы новичок и боитесь отслоек, тогда делайте отступ от кожи в 2 мм. Лучше не прокрасить плотно под кутикулу, нежели в скором времени появятся отслойки. А плотное покрытие придет со временем и с опытом. Набрав кистью объемную капельку, выкладываю ее на ноготь и аккуратно подталкиваю к кутикуле. Также не забываю делать отступ от кожи в несколько миллиметров. Далее, хватая кончиком кисти лишь верхушку материала, плавно, без нажима, стягиваю его вниз. Таким образом делаю выравнивание. Такое выравнивание я делаю на всех ноготках. Если необходимо, переверните пальчик. Затем беру новинку гель-лака фирмы Beauty Luxe. Цвет и его номер вы видите сейчас на экране. Этот гель-лак уникален тем, что он светится в темноте. Свою силу набирает под ультрафиолетовыми лучами, под светом солнца, а в темноте нереально светится. Дизайн сегодня у меня, как всегда, необычный, объемный и сладкий. С помощью шоколадного гель-лака и тонкой кисти я рисую шоколадные потеки. Такую красоту делаю сразу на нескольких ноготках. Скажу по секрету, даже у самых опытных и у самых супермастериц иногда случаются конфузы в работе. Например, затеки. Именно с ним сейчас я и столкнулась. Как же избавиться от этой проблемки? Вроде пушером убрала затек, он исчез и вновь снова появился. И так пушером и затеком можно играться до бесконечности. В таких случаях мне идеально помогают тонкие узкие ватные палочки. Ссылку на них я скину в описании под видео. Такой палочкой убираю затек, и без вашей помощи он больше не появится. Затем беру белую гель-краску с помощью тонкой кисти волосок. На шоколадных потеках оставляю белые маленькие полосочки. Вначале это, конечно, похоже на белые глисты, но это не они. Пока ногти сохнут в лампе, на импровизированную палитру я добавляю несколько цветов ярких сочных гель-лаков. Затем белые полоски прокрашиваю этими сочными цветами. Если рисовать без белой подложки, гель-лак теряет свою насыщенность и будет блеклым. Далее беру любимый матовый топ. Те, кто на моем канале уже довольно давно, знают, что это самый обалденный, самый дешевый матовый топ, который не теряет свой эффект вплоть до следующей коррекции. Ссылку на него я также оставлю в описании под видео. Для сладкого дизайна, который я сегодня решила сделать, мне понадобится густой гель. Я буду использовать гель-желе, консистенция которого идеально подойдет для создания объемного придуманного мною дизайна. Вначале гелем рисую колечко, затем набираю на кисть объемную каплю материала и выкладываю толстую колбаску этого же материала на нарисованное колечко. Если это необходимо, можно сделать бортик еще выше. Гель-желе уникален тем, что он держит бортик до 4 мм.
Просушиваю первый слой в лампе, затем добавляю еще геля-желе, чтобы сделать будущий пончик более объемным. Также просушиваю материал в лампе. В хаотичном порядке прокрашиваю верхушку пончика белым цветом. В некоторых местах добавляю потеки глазури. Пончики на соседних ногтях я делаю другого цвета. Также на пончик с помощью геля паутины я добавляю шоколадный топпинг. Все ногти перекрываю глянцевым топом. Также глянцевым топом я обвожу шоколадные потеки. Так они будут объемными и ярко выделяться. Жемчужный перелив гель-лака божественный. Я от него просто в восторге. Также через несколько мгновений вы увидите, насколько сильно и обалденно светится этот гель-лак в темноте. Кстати, он может светиться самыми разными цветами. Желтым, зеленым, оранжевым, фиолетовым, абсолютно любым, который вы найдете на сайте. Ну как за такое можно было платить? А сколько вы заплатили? 250. Это чтобы вот все понимали, ну, зрители, я переведу. 250 это гривен, это $10. Кстати, о реакции клиентки. Маникюр ей понравился, но форму ногтей она хотела бы уже. Напишите в комментариях, а как вам результат? Надеюсь, видео было полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.